Тут вопрос, смотрите, тут нужно понимать просто логику. Я вам показываю, например, кто-то работает с зубочелюстной системой. Вы посмотрите, что происходит с телом после вашей работы. Если, например, мышца вот эта работает, держите, давите, работает, давите, работает, работает, а вот это не работает, давите, ну их больше, то по логике вещей был запрос, могу ли я работать вот по системе правила, да, называется, когда тянут, я задаю вопрос, самое главное, чтобы это было безопасно, да, для пациента, правильно? Ну, если это еще и поможет, супер. Тогда в идеале мышцы поясницы должны включиться, это должно включиться. Но если не включилось, хотя бы уже вот это не выключится. Согласны? Вперед. Вперед. А вы видите лицо? Не будет ли позорно, если я убегу отсюда? Поехали. Так? Тут не надо тянуть, просто мы создаем определенную тракцию. Если там есть проблема, для нервной системы это хватит. Я больше того скажу, вы можете сделать даже просто сами. Ну, в принципе, да, вот можно просто потянуться. Давай. Да. Таких случаев у нас еще не было. Поехали. Поехали. Давай. Потянули? Расслабляйся. У нас есть исходный тест. Все. Теперь. Это как не работало, так и не работает. Оно еще хуже стало. А это тоже стало хуже. И к вопросу, вы ничего хорошего здесь ему не сделаете, потому что у него есть проблема. Давите. Дальше вы, например, ну да, хуже стало однозначно. Конечно. Тогда вопрос. Блин, так может быть это у всех так. Нам нужна модель с хорошими... Этот кто? Мы берем тогда мальчиков, чтобы не было. А вдруг у девочек так, а у мальчиков так. Все, не уходи далеко. Не уходи. Да, садись. Только, наверное, такой стул, потому что тут может аккуратно. Все, мы тянем. Поехали. Да давай, у него нормально все. Давай его. Будет два Сашки. Держи, держи. Дави. Понимаете? Здесь вы можете спокойно работать. Понятна разница? Давите. Ну так. Ну, правильно? Что такой на правило не придет. Да. Но нет, тестирование поможет. Да, да. Понятна разница? Вы это просто адаптируете под свои. Скажите, с кем вы работаете, я вам покажу. Мы тоже должны с вами снова потянуть. И по определенным тягам должны понять, где проблема. Тяните за ту руку. Понимаете смысл в чем? Мы тянули за все тело, теперь тянем вот. Поехали. Отпускайте. Давите. Нет проблемы? Нет проблемы. Тянем за это. Мы же смотрим где. Может это рука. Согласны? Ключица. Поехали. Отпускать. И тут не нужно сильно тянуть на самом деле. Давите. И все. То есть здесь проблема где-то вот здесь натягивается. Ну вот здесь. Это может быть вообще грудная клетка. Далее мы ждем, пока сейчас это все отменится, слабость. Держите, давите. Давите, давите. А дальше На, руку потяни руку. Потяни просто вот руку. Все. Тестируй. Понятен смысл? Вы сужаете поиск. Сила. Не-не-не, не доказывайте. Сила. Подтяните ногу. Тяните тракцию. Потянули. Все. Угу. Тестируйте. И выключилось. Да? Проблема где-то здесь. Найдите сустав. Не-не, а что вас смущает, например, потянуть не всю ногу, а потянуть только сустав? Я могу потянуть вот так, без тазобедренного сустава. Я могу потянуть голеностоп. Я могу потянуть без голеностопа, правильно? Ну, то есть, я, например, думаю, что все-таки это тазобедренная либо грудная клетка. Я могу потянуть вот так. Ну, например, я тяну без тазобедренного сейчас. Вот так.
Тестируйте. Значит, не здесь. У вас осталось здесь. Продолжайте. Потяните только голеностоп. Вот так тянем. Да. Не, только чтобы колено, да. Вот, все. И тут на самом деле тянуть сильно не надо. Сила. И колено потяните локально. Вот так. Вот и все. Мы сразу адаптировали эту методику под ваш запрос. Согласны? Пока вы колено не полечите, вы можете тянуть как угодно, только здесь тяги не должно быть. Все, это закон. Логично? Да. Тяни. Тяни. За руки. За руки тяни. Расслабь. Видите? Класс. Все. Это безопасно будет. В противном случае вы порвете все, что угодно. Даже если пациент скажет, что ему там легче стало. Где-то гипертонус ушел, стало легче. Но нестабильность появится. И здесь будет травма коленного сустава. Она и так там есть. Лечим? Как еще хотите помочь? Тогда по логике вещей после нашего лечения можно на правило. Ну, проверим. Да, это критерий. Да. Если вы работаете только этим, пожалуйста. У кого-то будет, например, там проблема с локтя. И вы понимаете, что эта часть, потом дернули за руку, слабость, плечо, локоть, плечо, лучезапястный, кисть. Все, я дифференцировали, где проблема. Тоже быстрая экспресс такая диагностика. На семинарах мы выдаем высокотехнологичный инструмент, да? Все, да, нормально. Угу. Тут кто-то смс-ку оставил предыдущий. Даите. Даите. Точка. Даите. Вот здесь вот зона, я покалываю сначала зубочисткой, проверяю, нет ли нарушения рецептора острой боли. И он есть. Согласен? Я покалываю на рубец, который находится ближе к переди и дальше. Даите. Норма. Видите? То есть я на самом деле иду сейчас по протоколу 1, 2, 3, по которому это просто. Вот мы сейчас с вами сделали процентов 80-90 всей работы. Несложно, да? А дальше просто вы определяете вид датчика. Видите? И сейчас мы его полечим. Видите? Дальше вы проверите все мышцы, они должны включиться. В идеале здесь осмотреть связки таза, и чтобы при наклоне поясница адекватно себя вела, может быть там локально потянуты связки, и добавить ресурса и поясницы, и обязательно коленному суставу, чтобы он в очередной раз не порвал связку, если она уже практически там надорвана. Хотя сустав более или менее стабильный, здесь можно обойтись без операции. Ну и дальше под ваш запрос, если есть желание заниматься этой методикой, мы потянули, должно быть все хорошо. Давите. Давите. Глазами посмотрите сюда. Еще раз. Глазами на колено. Вот так и перед собой. Перед собой опускайте голову. Давите. Угу. Фокус хотите? Мне уже страшно становится. После как... Смотрите, от чего на самом деле может зависеть получение определенных травм. Стечение каких-то обстоятельств. В данном случае будет следующее. Здесь держите. Мышца работает. Давите. Еще раз давите. Эта мышца не работает, эти мышцы работают. Давите. И все хорошо. Но в каких-то случаях, там, например, спускание по горнолыжному склону, какие-то виды спорта, движения, голова крутится, взгляд. Что может быть? Вы замечали, что когда человек повернулся, что-то там раз и заклинило поясницу? Стечение таких вот набора обстоятельств, которые неблагоприятны для организма. Что будет? Сейчас вы просто глазами посмотрите наверх. Смотрите. Глазами смотрим наверх, выключилось. Наверх, выключилось. Глазами вниз,
включилась. Глазами наверх, выключилась. Эта нога не работает, давите. Посмотрите глазами вниз, давите. Включилась, глазами вверх, выключилась. Понимаете? То есть нагрузка на ногу, взгляд не туда, нога сложится и будет травма. Прям будет беда. Такого не должно быть. Лучше не закручивать. А лампочку лучше не закручивать. Да. Либо это делать там, а если промажешь, да? Вот так. Лечим. Смотри глазами сюда, где я колю. Глазами сюда, сюда, вот здесь. Угу. Вот так сработала нервная система, у меня повреждения. Все. Давите. Давите. Все. Посмотри, как все в этот в ожидании смотрят. Такие чудо. Держите. Мышца сильная. Давите. Раз. Дави, дави. Раз. Глазами вверх. Давите. Мышца сильная. Глазами вверх. Вверх туда. Давите. Мышца сильная. Перед собой смотрите. Пояснично-подвздошно. Держим. Давите. Квадратная. Ножками влево. Давите. Огонь. Ну что, готовим спортсмена? Вперед. Ничего не будет. А левая эта нога сейчас сильная? Да, да, конечно. Поехали. Этот. Давите. Класс. Давите. Вот теперь вперед. Ну, в щадящем режиме, если здесь был травма связочного аппарата, нужно понимать. Не трогайте колено, а то выключите. Почему? Сань, походи. Локально после можно еще смотреть связки коленного сустава, связки таза, добавить еще больше ресурса. Там, например, если мы сейчас добавили 80, добавить ему еще 20, чтобы, или вообще, чтобы было 120%. Походи, походи, походи. Сейчас нервная система, она привыкла ходить по-другому. Ну, неудобно. Сейчас щелкаем. Неудобно как? Да, другая. Потому что там что-то щелкает. Раньше Как вот вчера так вот с ходил. Старости пройдет. Спина-то выпрямилась, а раньше ты все равно... У меня поясница пришла. Поясница прошла? Поясница прошла. Иди сюда. Сейчас. Какие мышцы были? Зуб. Может быть, не знаю, Передняя. дернули. Держите. Давите. Да, 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 да. Давите. Это было слабое? Какие еще мышцы слабые? Дельта. Ну, я так протестирую. Давите уже с большим рычагом. Давите. Огонь. Давите. Все, гарантированно. Здесь что можно смотреть? Если был эмоциональный фон, там операция, здесь это нужно долечивать. Связки таза. Ну, вот А здесь. это же была связка груда, шейно-грудной переход. Давите. Опускайте голову вперед. А, голову вперед. Да, давите. Норма. Да. Но это часть пласт компенсации. Тут гарантированно будет отлично. И мы делали такую большую провокацию, тянули все. Сейчас, если бы была где-то проблема, он бы посыпался снова. Слушай, а если бы связка была сейчас где-то, мы бы ее сейчас тоже нашли. Да, ну может быть, если мы натянули первичную, вторичную, ложитесь, давайте я колено покажу вам на спину. Если первичную, вторичную мы не найдем, да. Если мы не попадем на третичную единственную мышцу, тогда я хочу посмотреть по вашему вопросу, понятно. Это очень крутой. Вот если вы так будете делать, я вам 300% говорю, у нас никто так не делает. Такое тестирование. У нас подходят, тянут и все. У нас... Да, да. У нас, я работаю в одной из клиник, там остеопат, ее супруг более вот плече. Вот он увлекался правилом, и потом болит, и полгода не проходит. Я полечил связки, они прошли. Просто в момент нагрузки здесь просто перерастянули связки. И они очень просто не проходили, и все. Вот так. И он говорит, именно после этого приема, дайте. Теперь я растягиваю крестообразную связку переднюю. Здесь есть что еще полечить.
Давите. Скорее всего, за счет такой тракции она просто не растянулась. Давите. Давите. Здесь что будет с коленом? Смотрите. Давите туда. Мышцы работают. Давите. Мышца работает. Но как только я немножко голень вперед сместил, она сложилась. Почувствовал? Да. Да. Это то, что тоже нужно убрать. Тут я растягиваю. Давите. Здесь такого нет. Давите. Но здесь и механически повреждена связка. Давите. Ну, практически, да. Расслабьтесь. Не, пластики ее не делали. Это менически оперировали. Давите. 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 Да. Лечим. Держи. Дави. Дави. Здесь будет с запасом прочности. Класс? Да. Ну, то есть это, если травма, я смотрю, да, все связки, это обязательный компонент. Обязательно нужно посмотреть, чтобы здесь работало. Давите. Потому что из-за голеностопа колено будет складываться. Обязательно подергать таз, чтобы как бы он ни наступал, у нее нога не давите, слабость давите. А дальше уже можно давать нагрузку. Поднимайте.